Северной связи. Но вообще обычно по традиции перед выездом я говорю ребятам, что я не собираюсь работать, я собираюсь отсыпаться и читать книжки, вот, чтобы никто не трехсотился. Это предложение устраивает всех, как бы никто не хочет, чтобы я работала. Вот это наша машина, это вот наш медэвак, который ездит со мной на задачи. Вот это мое основное рабочее место. Чаще всего приходится... редко получается, чтобы ты сидел и оказывал помощь. Скорее, ты просто едешь на этом месте, а все остальное время ты бегаешь где-то вот в этом пространстве вокруг раненого, залазя то вот в эти полочки, например. Здесь всегда очень много всего, и оно никогда не хранится в порядке, потому что во время движения машины оно все равно все разлетается. Поэтому ты просто делишь на какие-то зоны, коробки. И вот здесь основная часть всего. Обычно мы лазим только сюда. Уже только в каких-то экстренных случаях или если у нас что-то заканчивается. Резервы там. И большие резервы тактической медицины у нас здесь в прикрепленной сумке. Это наша самая первая машина эвакуации. Моя самая любимая машина, потому что вот она целиком сделана, по сути, нашими ручками. В ней есть самое лучшее оборудование, которое у нас на данный момент имеется. То есть здесь есть дефибриллятор, монитор для наблюдения за пациентами, вакуумный аспиратор. В принципе, единственный, который у нас вообще на данный момент имеется. Еще в ближайшее время в этой машине появится аппарат УЗИ, чему я очень рада. Когда началась война, вернее, активная фаза войны, 24 февраля я была на территории Украины, я находилась под Киевом. И, в общем-то, я с самого начала знала, что я останусь. То есть, что я останусь как врач, я не могу убежать. Я не хотела убегать второй раз, как это было с Беларусью. И, скажем так, для меня было очевидно, что я буду там, где я нужна. Я связалась с ребятами из белорусского батальона, тогда еще батальона Костуся-Калиновского, и там сошлись просто звезды, потому что мои же знакомые, которые были там, как раз говорили со штабом на тему того, что вот нам нужен медик, а у нас тут вот есть медик, тут его забрать надо в 2 шагах. И звезды сошлись, и так я буквально чуть ли не первой девушкой оказалась в батальоне. Но в самом деле все самое важное у меня всегда при себе. То есть здесь фонарик с несколькими цветами, особенно самое главное, здесь есть синий цвет. Синий цвет, синее освещение, оно очень помогает, во-первых, видеть кровь, во-вторых, оно не такое яркое, как белое. То есть оно не очень режет глаза, особенно в темноте. При мне всегда пульсоксиметр. Вот он, между прочим, вот с боевой меткой, это пульсоксиметр, который был при мне, когда погиб Паша Волод. Я не могла, он у меня зацепился, я не могла его достать, и я просто разрезала ремень. То есть, потом просто обмотала армированным скотчем, и так он у меня и остался. Благодаря пульсоксиметру можно первичные какие-то данные понять о состоянии. То есть он показывает пульс и насыщение крови кислородом. По сути, это такой маленький монитор, как был в машине, только, вот самым минимумом, о котором я тоже могу что-то судить. У меня здесь армированный скотч, специальная ручка с фонариком. Она для оценки реакции зрачков на свет. И у меня здесь вот хирургический главный набор. То есть у меня здесь лежит скальпель, пинцет, 2 зажима сосудистых, маленький и большой, и ножницы. В принципе, это ножницы, скажем так, резервные у меня, потому что у меня есть другие ножницы, основные, самые лучшие, как я их называю. В них есть, в общем-то, все. Даже кольцерез, стропорез и много чего другого. То есть и даже линейкой можно посмотреть размеры раны, если тебе очень надо. И они действительно режут прям
Вот все, включая обувь. Проверено. Им даже разрезали монету. Так, наспор. Самая трудная задача была задача, когда погиб Ваня Брест, потому что я была с ребятами, я была буквально в километре от места событий, и я слышала их переговоры, я слышала, как Ваня давал приказ отступать, я слышала, как он пытался там выяснить, чьи это танки, наши или нет. И при этом я ничего не могла сделать. То есть я максимально близко, я все понимаю, но я никак не могу повлиять на события. И тогда из ребят, в общем-то, даже те, кто как бы вернулся, они все были ранены, они все нуждались в помощи. И это было очень тяжело. И особенно было тяжело понимать, что я уезжаю, а где-то там еще остались наши. Непонятно в каком состоянии, непонятно, живы или мертвы. Уже как после мы узнали, что двое из них оказались в плену, но это было адски тяжело. То есть 6 человек просто осталось там, а мы уехали. И это вопрос не столько работы был, сколько вот психологического состояния, вообще понимания, что ты просто ничего не можешь сделать. Ты готов на все, что угодно, ты готов пешком идти туда, в этот лес, искать их, но ты понимаешь, что это ничего не даст. Это просто ничего не даст. Ты не сможешь их спасти в итоге. И да, это вот самая трудная задача, которую я никогда не забуду, конечно. Обычно раненый находится здесь. Он практически всегда зафиксирован, потому что, чтобы в движении не приходилось его держать. Каталка у нас с фиксацией. И получается, что ты просто передвигаешься вокруг него и делаешь все необходимые манипуляции. Чаще всего мы работаем вот на этой рации, которая установлена в машине. На ней же приходится дежурить. То есть пока наши ребята работают, мы находимся с ними на связи. То есть чаще всего при этом мы просто в режиме приема. Мы не засоряем эфир, мы с ними не разговариваем, мы просто слушаем, что у них происходит, и только если они нас вызывают, тогда уже мы подключаемся к работе. Но вообще обычно по традиции перед выездом я говорю ребятам, что я не собираюсь работать, я собираюсь отсыпаться и читать книжки, вот, чтобы никто не трехсотился. Это предложение устраивает всех, как бы никто не хочет, чтобы я работала. Но, конечно, бывают дни, когда работы много, особенно когда наши в каких-то горячих местах, и очень часто мы вывозим именно смежников. То есть оказывается, что там у них проблемы с эвакуацией, и наши ребята вытаскивают и передают нам 300-х из других подразделений. То есть по факту эта машина и все остальные наши иваки вывезли куда больше украинцев, чем белорусов из нашего батальона. Но чаще всего, на самом деле, к счастью, чаще всего у нас действительно бывают дежурства очень спокойные. То есть, да, мы наготове, мы абсолютно собраны, но мы отстояли, мы отдежурили, мы снялись. Просто вернулись с парнями отмечать удачную миссию. Это Серый, он вообще-то родился здесь, мы его здесь забрали. Прям, буквально в 200 метрах отсюда. И с тех пор он со мной буквально с 2 месяцев. Даже, по-моему, чуть меньше ему было. Ездит со мной на все боевые. Иногда вредничает. Серый. Серый. Покажись, какой ты красивый. Очень любит людей и очень не любит других собак. Часто влазит в драки. Из-за этого бывают проблемки. Серый, ко мне. А что не дошел-то? Мне кажется, что война, конечно, не совсем женское дело, но женщины тоже имеют право защищать то, что им важно и дорого. То есть это вопрос
опять же, тех же ценностей, тех же возможностей, тех же принципов. То есть, когда они есть, и когда тебе действительно есть за что бороться, то ты это можешь. И неважно, как бы, какого ты пола. Да, чаще всего женщины немножко слабее, но есть очень крутые, очень тренированные спецы, которые, несмотря на свой пол, могут очень многое. Я понимаю, что я, например, никогда бы не смогла быть именно бойцом боевой группы, но я нужна как медик, и, в принципе, на этом мы все дружно и сошлись, потому что, ну, это не совсем боевая работа, но это важная работа, которую я могу выполнять и выполнять ее хорошо. И главное, с любовью. На самом деле, мне, ну, я не скажу, что мне было как-то тяжело хоть когда-то здесь, в каких-то особых условиях. Да, конечно, например, в том же Северодонецке 2 недели без воды, это было тяжело. Но это было мне тяжело точно так же, как всем остальным. То есть мы все ходили такие, о боже мой, просто снимите с нас форму, которая стоит. И потом абсолютно счастливые бегали мыться там просто. И всем было вообще до одного места. Девушка, ты парень, мы просто были счастливы в воде. И, как я говорю, если мы пережили вот то время, когда я не представляю, как мы все пахли, и мы друг друга терпели, то мы переживем все остальное. Ну, в общем-то, главное быть вместе. И на самом деле, будучи девушкой, я, наоборот, получаю очень много поддержки и помощи от ребят. То есть меня действительно пытаются оберегать, защищать, как-то помогать во всем. Ну и да, любят носить вкусняшки. Очень любят носить вкусняшки. Я не ем столько вкусняшек, поэтому мы их скармливаем обратно. То есть у нас собираются вкусности, которые они нам приносят, а потом мы же ими и кормим. Как-то так. Ну что, хорошо подежурили? Хорошо подежурили. Наша главная работа, что у нас нет работы. У нас такой девиз эвакуации. Да, теперь можно и кофе попить.